Всем привет! Канал «Математические эксперименты». Сегодняшняя тема Cracking Functions. Cracking в смысле щелкать как орешки. Идея в том, что нормальных гладких функций не так много. То есть их, конечно, много, но понятно, как их описывать, и понятно, как искать формулу приближения для этих функций. Сейчас я поясню все. Вот здесь показаны некоторые функции. Функция x плюс 1 – это синяя линия. Функция единица разделить на x плюс 2 – это гипербола. Это, видимо, вот этот желтый график. Дальше вот этот график. Сумма линейной функции и гиперболы. Это зеленый. Вот здесь он очень похож на смещенную синюю. А здесь у этого графика такие уходящие вверх и вниз линии. Дальше функция, она непонятная. Это красная такая функция. И последняя функция синус. Как можно просто описывать эти функции? Оказывается, функции просто можно описывать с помощью их полюсов и нулей. Полюса — это точки, где вот функция как раз уходит в бесконечность, вниз или вверх. А нули — это когда функция равняется нулю. И вот у меня есть некоторая загадочная функция f от x. Я ее там выше определил. Давайте на нее посмотрим и кракнем. Как же мы ее кракнем? Во-первых, мы видим вот такие вот уходящие вверх и вниз линии. Значит, в этих точках функция равна бесконечности. Как бы узнать, во-первых, что это за точки и какой способ, каким способом она уходит в бесконечность, какой силой. Как это можно сделать? Ну, вот давайте возьмем и определим функцию h от x, у которой как раз есть такие полюса в точке 1, x минус 1, и в точке 4. Тут написано x минус 4. Видно, что когда x приближается к точке 1 или к точке 4, дроби становятся все больше, больше и больше и уходят куда-то в бесконечность. Либо в плюс, либо в минус. И вот график нам это как раз показывает. Чтобы узнать эти точки 1 и 4, что надо сделать? Надо взять 1 разделить на h от x и спросить, когда эта штука равняется нулю. Вот математика быстренько находит 1 и 4. То есть можно узнать вот про наличие таких слагаемых. Хотя это, конечно, не обязательно слагаемые. Ну, давайте посмотрим, что будет дальше. Найдем такие точки для f от x. Она говорит, не понимаю, что за функция загадочная, но нашла численно эти корни. Ну, 2 и 3. Хорошо. Давайте вычтем из функции f от x a разделить на x минус 2. Вычтем этот полюс. Но а неизвестно, чему равняется. Поэтому для начала положим, что а равняется единице. Вот. Ну, когда а равняется нулю в точности, давайте я это сделаю, мы имеем исходную функцию f от x. Мы из f от x вычли 0. Но дальше мы можем менять а. Тут он рисует немножко странно. Если я отпущу сейчас мышку, он начинает прорисовывать более аккуратно и рисует эти вот линии вверх. Но когда я хватаю за ползунок, он просто грубо рисует картинку. Но видно, что двигая а, есть вот момент, когда мы двигаем а, когда функция становится гладенькой. Так, и а равняется 1,9,9. То есть это похоже на двойку. Конечно, неудобно вот так вот находить. К тому же обычно здесь не такие простые ответы, как 2. Чтобы найти эту самую двойку, что надо сделать? Надо умножить функцию f от x на x минус 2. И узнать, чему равняется ответ в точке x равняется 2. Вот если бы мы это сделали для функции h выше. h от x умножили бы мы на x минус 1 и спросили, чему равняется этот результат в точке 1. 3. Ну, вот, то есть, вот таким образом можно узнать числитель полюса. Назовем это так. Тут мне нужно рассказать, что же такое лимит. Ну,
Лимит это как бы взять значение функции в точке, но не в самой точке 1, а в ближайшей окрестности единички. Дело в том, что прямо в точке 1 взять значение функции нельзя. Если я вот сейчас вот попрошу, типа, а скажи мне, пожалуйста, чему равняется значение этого выражения, если я вместо x подставлю 1. Он ругнется вот таким словом. Потому что когда он подставляет x равно единице, у него получается деление на 0, и он не хочет. Хотя понятно, что выражение-то вот это вот, если его раскрыть, упрощается, и в точке x равно 1 оно становится вполне себе определенным. Как можно убедиться в этом? Просто нарисовать график, как я это сделал. Ну вот в точке 1 не видно, но функция в точке 1 как бы выколота. Она не может быть вычислена по-настоящему. Но ясно, что если мы аккуратненько сделаем 0,9, 1,1, то мы увидим, что в точке 1 эта функция равняется 3. Лимит как раз находит, к чему стремится этот график, если мы аккуратненько подходим к точке слева или справа. Бывает, соответственно, левый и правый лимит, но здесь я не специализировал, какой именно лимит. Хорошо. То есть мы поняли, что есть полюс в точке 2, и его вычислитель равен 2. Давайте разберемся с тройкой теперь. Это второй корень, про который нам рассказала функция solve. Мы как бы предполагаем, что кто-то нам подарил функцию solve. И мы можем вот такие вопросы задавать некому оракулу. Лимит и solve. Оракул нам отвечает: неопределенность. Очень странно, да? Что же делать? Ну, это на самом деле понятно, что такое. Вот если бы у нас функция h вот здесь вот имела квадрат, то лимит бы этот тоже бы показал неопределенность. Но если мы возведем квадрат, здесь в этом выражении, то мы получим числитель этого полюса. И будем понимать, что этого полюса степень равна 2. Не степень, кратность полюса равна 2. Похоже, это та самая ситуация. Да, верно. Ну что ж, разобрались. Значит, надо из функции f от x вычесть эти два полюса. Вычитаем. Раз. Что полюсы были вот здесь вот. В точке 2 и в точке 3. Их тут уже нет. Раньше они там были, а теперь их тут нет. Вот исходная функция. А вот функция после вычитания полюсов. Теперь у этой функции надо найти нули. Находим. И нам говорят нули 0 и 1. Хорошо. Нули это, значит, такие вот скобочки у меня тут будут просто. Я разделю функцию, получившуюся после вычитания полюсов, на нули. И здесь я нулями буду называть скобочки x минус x и t, в котором эта функция обращается в 0. Вот. Хорошо. Похоже, мы близки к ответу. Мы вычли полюсы, разделили на нули и получили константную функцию. Ну, давайте спросим, чему равняется эта константа, указав любое x. 0,75.
То есть вот это вот отношение равняется 3/4. Математика. Реши, пожалуйста, это уравнение относительно f of x. Вот чему получается равен ff от x. ff от x так и назвал функцию, которой мы хотим приблизить исходную функцию f. Вот. Я запишу, значит, эту функцию и нарисую. Это просто одна функция, нарисована поверх другой. В общем, мы кракнули функцию. Это абсолютно точный ответ на вопрос, чему же равна функция f от x. Ну вот, и я утверждаю, что то же самое можно делать с самыми разными функциями. Но они должны быть хорошими, гладенькими. Возьмем для начала функцию единицы на синус x. Да, надо сказать, что я вот тут сел и зарылся в эту тему. Это вот тема абсолютно неисчерпаемая про то, как можно представлять функции с помощью их полюсов и корней. И проработал материал на час где-то. И сейчас я хочу все-таки сильно сократить и рассказать самое начало этой истории, а потом сделать вторую серию. Давайте начнем с функции f от x единицы на синус x. Вот как она выглядит. Она состоит из полюсов, которые идут через π. И давайте узнаем, чему равны числители этих полюсов. Вот, например, полюс 5. Минус 1. Так, а в полюсе 4π. 1. В полюсе 3π. Снова 1. В полюсе 30π. Ну, похоже, вы поняли. Зависит от четности. Получается, что наши полюса, если мы их всех просуммируем, это бесконечная сумма минус единица в степени k на x минус kπ. Но тут я написал не бесконечную сумму, а конечную. И получил некоторую функцию gxm. Очень интересно. Давайте посмотрим, как выглядит функция gxm, где m равен 10. Ну, я сразу же взял и разделил на 10. Я взял не саму функцию g, а единицы на g. Так, как будто бы они абсолютно одинаковы. Да, это одинаковые функции, нарисованы поверх друг друга. То есть 10 слагаемых дает уже очень хорошее приближение. Вот если взять 3 слагаемых, уже видно, что происходит тут. Отклонение от функции синус x. Хорошо. Давайте запишем разницу нашего приближения и исходной функции синус x. Ось y содержит уже очень маленькие числа, 0,004 тысячных. И вот как выглядит приближение. Ой, не приближение, а разница. Вот как выглядит ошибка. И эта ошибка, это как бы снова синусоида с растущей амплитудой. Ну так, чуть-чуть скособоченная. Но видно, что амплитуда растет линейно. Амплитуда это вот размах. И чем дальше вправо, чем дальше влево, размах увеличивается. Линейно. С x, с модулем x. Давайте разделим на x. Вот функция ошибки. Мы делим на x. И вот что получаем. Тут я еще умножил на m. Без умножения на m тут, видите, больше нулей получается. Вот если я возьму m, будет 0,015. Но тут надо, похоже, умножать на m в квадрате. Да, и получается уже размах от 0 до 0,10. И важно, чтобы это не менялось с изменением m. Да, не меняется. Я меняю m, а амплитуда этой функции
примерно 0,10. Хорошо. Давайте я умножу это на 20, чтобы амплитуда была от 0 до 2. И еще я теперь опущу этот график вниз. Ну, точнее, нет, я эту функцию вычту из единицы. Видите, единица минус эта функция. Просто я хотел, чтобы эта функция в точке 0 была равна единице. И чтобы она ходила от минус единички до единички, как это делает косинус. Вот. Я сделал некоторые мероприятия, чтобы увидеть нечто похожее на косинус, на функцию косинуса. Давайте я рядышком с этим графиком нарисую косинус. Да, тут уже находится ответ. Когда рисуешь просто косинус, видишь, что период не тот, что на самом деле желтый график ходил редко, а чтобы он ходил так же часто вверх-вниз, как синий, надо написать тут двоечку. Очень хорошее совпадение. Мы можем записать, что вот это вот выражение, когда мы из этого вычитаем косинус, что это равняется нулю. Давайте прямо вычтем. И убедимся, что это не 0, но число очень маленькое. Видите, 0,008. Но я тут написал не очень маленькая странная функция, а написал прямо нолик. И что будет, если мы теперь это преобразуем и узнаем, чему же равно вот это выражение. Я вот это выражение обозначил как y. Здесь вот, и попросил решить это равенство относительно y. И получил такой ответ. Но здесь я дальше ниже вспомнил, что y это единица на g минус синус. И единица на g минус синус равняется вот этому, получается у меня. Но я беру, переношу и получаю такой вариант. Кстати, вот люди, которые часто кракают функцию и вот делают такие эксперименты, пытаются подобрать какие-то константы, они знают, что 10 это часто π в квадрате. Ну а 20, соответственно, это часто 2 умножить на π в квадрате. Если во время подбора у вас так получилось, что нужно умножить на 20, чтобы получить что-то такое, что вы хотите, то вполне возможно, что это не 20, а 2 умножить на π в квадрате. Давайте сравним два варианта, когда мы вычитаем 20, когда мы вычитаем 2π в квадрате. Значит, 20 это синий график, а минус π 2π квадрат это желтый. Ну, надо сказать, что синий график меньше по модулю на отрезке вот этом, который мы наблюдаем. Ну а давайте увеличим отрезок. Скажем, возьмем x минус 40, 40. Тут уже не так однозначно, что синий график лучше, чем желтый. А вот так. Здесь я выбрал m равное 120. Выше m было m равное 80. А для m120 вот что, какую картинку получаем. Ну ладно, тут мы еще не доказали, что эта константа равна 2π квадрат. Она скорее 20 или около того. Давайте двигаться дальше. Я тут хочу отметить, что ответ, который мы с вами получили, он для четных m. Для нечетных m, получается, здесь надо брать другой знак. Плюс, а не минус. И, соответственно, у нас получается вот такая вот формула для четных m. И здесь косинус 2х минус 1 на 2 можно заменить на синус х в квадрате. А для нечетных вот такая формула.
Дальше я хочу перейти к другому варианту, к функции синус x, а продолжение здесь расскажу потом. А продолжение здесь интересно. Здесь про то, что это на самом деле не 20 и не 10, а π в квадрате. И про то, что m квадрат правильно заменить на m умножить на m плюс 1. И про то, как получать следующие члены в этом разложении. Давайте оставим на следующее видео. А сейчас займемся другой функцией. Синусом x. Мы до этого занимались единица разделить на синус x, а теперь позанимаемся синусом x. У синуса x плюсов нет. Значит, сразу же надо делить его на нули. Давайте это проделаем. Нулей у него бесконечное количество. Ну, давайте возьмем вот сколько-то пара и его главный 0 в точке x равно нулю. Запишем функцию gxn, которая является отношением синуса и этого произведения. Нарисуем эту функцию. Если приближение хорошее, то это отношение должно быть равно единице. Да, я здесь взял не x минус π, то есть вот вместо этой скобочки я мог бы взять скобочку x минус π. Но вы понимаете, это не так важно. Я просто решил как бы каждую скобочку разделить на π, точнее даже на kπ, чтобы в точке x равно нулю вот этот вот знаменатель был близок к единице. Если бы я этого не сделал, то в точке x равно нулю знаменатель был бы очень большим. И чем больше слагаемых, и чем больше множителей бы я брал, тем больше бы становилось число в этом знаменателе. А вот такое несложное преобразование позволяет избежать накопления больших значений в знаменателе функции g от xn. Ну и еще одно мероприятие я сделал. Я объединил вот такие скобочки. Корень 2π и корень минус 2π дают две скобочки, и их можно перемножить и получить единица минус x квадрат разделить на 4π квадрат. Вот это здесь проделано в таком определении, универсальном для любого n, а не для конкретного n равное 3. Это делается с помощью функции product. Рисуем. Так, не сказать, чтобы эта функция была равна единице. Она равна единице в некоторой окрестности нуля. Но дальше она уходит вплоть до нуля. Ну ладно, но мы можем нарисовать для n равно 70. Вот, уже другое дело. Да, все хорошо. Мы уже получили приближение. Действительно, это отношение стремится к единице. Вот здесь вот видите, числа уже близко к единице идут. Давайте зафиксируем два приближения, которые мы с вами получили для синуса. Мы приближали единицы на синус x такой суммой. Но единица разделить на это приближение, это и будет синус. Как единица разделить на сумму полюсов обратной функции. И второй вариант приближения. Синус как произведение нулей. Шлепс. Вот. Исходная функция синус x, синяя. Желтая — это приближение как единица разделить на сумму полюсов. И зеленая — это приближение через нули. Дальше. Видно, что единица разделить на сумму полюсов быстрее сходится. Это более точное, быстрее сходящееся приближение синуса x. Если вы хотите сами руками вычислить значение синуса x в какой-то точке, не используя калькулятор и компьютер, и хотите проделать минимальное количество действий, то лучше использовать вот эту формулу. Давайте проделаем то, что я выше проделал для
n или m равно 70. Вот действительно это отношение становится все ближе и ближе к единице. Можно из него вычесть 1 и посмотреть, чему равняется этот остаток. Ну, это похоже все на, вот в этой окрестности, на параболу, а дальше идет изгиб. Когда я меняю n, меняется вот эта форма, она становится уже. Для того, чтобы этого не было, давайте я здесь домножу на n. Так. Стало получше? Да, стало получше. Форма меняется, но тут и ось y тоже меняет свой масштаб. Теперь давайте я нарисую здесь параболу рядышком. Так, поправим, лучше здесь писать n. Да, и я тут сразу же написал ответ. Конечно же, тут тоже постепенно так подбирается. Вдруг это 9. Нет, все-таки это 10. Давайте увеличим n. Ну, вариант, когда тут нарисовано π в квадрате, это такой вариант предположительный. Пока еще ничем не обоснованный. Но если мы предположим, что это верно, то ответ выглядит таким образом. Синус x, деленное на это приближение, это примерно 1 минус x квадрат на n. И когда n становится большим, это приближение становится абсолютно точным. Когда n становится большим, это приближение становится точнее, а когда n мы устремляем в бесконечность, мы получаем некоторый верный предел для любого x, неравного 2πk. Ну а когда мы n устремляем в бесконечность, мы получаем верный предел для любого x, неравного πk. На сегодня все. Мы с вами кракнули функцию синус x и единицы на синус x, но на этом все не заканчивается. Это даже не начало, это просто введение такое. И самое интересное впереди. Во-первых, можно раскладывать здесь далее, продолжать, находить следующие члены, уже единица на n квадрат, единица на n в кубе и так далее. Получать интересные формулы, такие аналитические. Можно заниматься другими функциями, например, зета-функции. У зета-функции есть один полюс и две серии нулей. И можно попробовать ее также кракнуть. Всем пока!